Вы только посмотрите, какая классная у меня получилась самоходка. Мало того, что я вам покажу, как я сделала копию машины, штурмовавшей Берлин, так это именно эта модель попала на Первый канал. Смотрите видео до конца, я подробно разберу эту новинку от фирмы «Звезда» и расскажу забавный случай во время съемок для Первого канала. А начнем сразу со сборки. Сборка этой модели была максимально простой и легкой, хотя мне не очень нравится классический зеленый пластик от фирмы «Звезда». Конечно, сама фирма утверждает, что зеленый и серый пластик они одинаковы по своим свойствам, но все-таки с серым пластиком работать приятней. И в принципе эту модель можно рекомендовать новичку. Она довольно-таки простая, и тут нет очень сложных соединений, требующих сноровки, но есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. А в данный момент я собираю ходовую часть. Она собирается легко и просто. В наборе хорошие траки, они полунаборные. Тут справится с ними даже новичок. Дальше я приступаю к сборке боевой рубки. Она отлита практически единой деталью, и мне надо приклеить только переднюю часть. И мы можем посмотреть, как будет выглядеть рубка на готовой модели. Теперь я вставлю ствол в свое место. И при этом ствол можно перемещать в разных плоскостях. Теперь я надеваю на ствол рубку примерно так же, как на боевой машине. И мне осталось только склеить верхнюю и нижнюю части этой подсборки. И это я делаю на сверхтекучий клей от фирмы Tamiya. Ну а далее я приклеиваю заднюю сторону моторно-трансмиссионного отделения. И это классическая бронедеталь, которая пришла еще от танков типа ИС. И, кстати, модель танка ИС-2, которая выходила совсем недавно у фирмы «Звезда», у меня есть на канале. И в этом видео я даже показывала древнюю модель ИС-2 от той же фирмы, но только которая выходила 20 лет назад, и сравнивала ее с тем, что выпустила фирма совсем недавно. Но тем не менее я продолжаю собирать ИСу-152. Я приклеиваю маску пушки на свое место. И по сути мне осталось собрать несколько небольших деталей. И это лючки боевой рубки. А сам инструмент я приклеивать не буду, поскольку займусь им на более поздних этапах работы. И в принципе у меня самоходка готова к окраске. Я ее обезжирила в мыльной воде, загрунтовала белым грунтом из аэрозольного баллончика, и теперь я начинаю ее окрашивать. Вначале я нанесу предварительные тени темно-зеленым цветом, чтобы потом поверх этих теней уже наносить основной цвет 4BO. Тут я применяю краски от фирмы Machete, которые можно купить на модельной лавке. Это аналог красок от фирмы Tamiya, мне кажется, даже лучше. Ну а далее я приступаю к окраске катков, и при этом тут есть забавная деталь. Именно эти катки окрашивала я в то время, когда у меня в гостях была съемочная группа Первого канала. И они меня попросили показать какой-то элемент работы. И у меня как раз в работе была эта самоходка. И на камеру я начала ее красить. И я, конечно, немного нервничала, поэтому вначале у меня получилось немножко кривовато. Ну, плюс я еще на публику так модели еще не собирала. Ну а далее я приступаю к нанесению опознавательных белых полос, которые характерны для машин, которые штурмовали Берлин в апреле-мае 1945 года. Зрители, а вы можете написать в комментариях, для чего же нужны были эти полосы, какую функцию они несли и почему же они применялись именно только во время штурма Берлина. Ну а я решила воспроизвести технику нанесения этих полос такой же, какой она была у настоящих машин, то есть при помощи кисти и подручных материалов. В принципе, получилось очень правдоподобно. Я думаю, что у бойцов были те же обычные кисти и обычная белая краска. И весной 1945 года они как раз рисовали эти опознавательные знаки. И тут можно даже не стараться выводить эти полосы. Даже не надо применять маски. Достаточно просто взять широкую кисть и ровненько их покрасить. Максимум попытаться, по крайней мере, сделать эту линию ровной. А вот здесь я совершила ошибку. Я сделала полосу сплошняком, хотя надо было оставить промежуток под бортовой номер. Но, слава богу, я вовремя это заметила, и эту ошибку можно исправить. Я просто смоченной в воде ватной палочкой убрала излишки краски. И, как видите, этот отрывок краски очень легко смывается. Так что я вам очень рекомендую использовать водные акрилы для работы кистью. По крайней мере, они дают вам некоторое время для того, чтобы исправить ошибку. И вот такой у меня получился результат. Вроде бортовой номер поместится. Ну и боевая машина, конечно, после этого этапа смотрится очень харизматично, а вот так выглядит бокс-арт модели. И он выполнен довольно живописно, машина на фоне покоренного Рейхстага. А на обратной стороне та же машина, примерно та, которую я и буду воспроизводить. И я думаю, что автор вдохновлялся этим же образом. Внутри коробки очень много маленьких деталей, при этом они очень плотно упакованы. Давайте на них посмотрим.
Это классический зеленый пластик от фирмы «Звезда». Вот обратите внимание на рубку. Кто-то ругался на фирму «Звезда», но тем не менее у них получилось сделать рубку одной деталью, как, наверное, делают многие китайские производители. А вот так выглядит декаль, и благодаря ей можно воспроизвести довольно большое разнообразие машин. И здесь очень много ледников ходовой частью. И много катков, и много траков. При этом после окраски у меня осталось много запасных деталей. Не знаю, для чего это сделал производитель, видимо, был какой-то замысел. Или они готовят другую модель с более длинной ходовой частью. Кстати, можете написать в комментариях, какие бывают машины с более длинной ходовой частью по типу ИС. Будет интересно посчитать. Также я решила воспроизвести боевые повреждения этой машины, и у меня будут сломаны подкрылки, и также будут сколы от попаданий. Предположим, это были попадания от 20-миллиметровых пушек немцев. Кстати, советские бойцы очень отмечали высокую надежность этих машин в боях. Также у меня были повреждения задних крыльев. Предположим, что это были попадания от 20-миллиметровых зенитных пушек немцев. Кстати, советские бойцы отмечали их высокую надежность в боях. Также у меня будут повреждены задние крылья и задние подкрылки в результате какого-либо обстрела, либо вообще повреждения во время движения. Я прокрашу скулы при помощи кисточки разных оттенков стали, и светлой, и темной стали, чтобы они смотрелись интересно на готовой модели, и ведь металл темнеет на воздухе. И также я прорисую множество осколков при помощи спонжа. То есть я беру небольшой кусок губки, например, кусочек губки для мытья посуды, и макаю его в краску нужного мне оттенка, излишки вытираю об салфетку, и такими легкими тычковыми движениями я прохожусь по модели. У меня получается много случайных сколов, в принципе, как на настоящей боевой машине. Этого эффекта мне и нужно добиться. Особенно я пройдусь по белой полосе, чтобы сделать ее более состаренной. И также я пройдусь по местам, где были боевые повреждения. Хотя я немножко переборщила с металлическим цветом, но я думаю, что этапы окраски следующие мне помогут сгладить этот эффект. Но и также я пройдусь по бакам, поскольку вообще на этих машинах очень часто перевозилась пехота, а пехота своими сапогами и оружиями очень реально могла повредить краску в этих местах. И по сути пехота шла в штурм, сопровождая эти боевые машины в городских боях. Это вполне адекватно. Я также приклеила на свои места шансовый инструмент, и его я открасила отдельно. В частности, я окрасила отдельно лопату и кирку. А теперь я приклею эти детали на суперклей, поскольку детали эти окрашены, а по-другому приклеить окрашенные детали точно не получится. Также я прикреплю запасные траки, которые располагаются в передней части машины. Они выполняют роль дополнительной брони, примерно так же, как делали немцы на своих танках, в том числе на «Тиграх». Они также прикрепляют траки в эти части машины. Ну а теперь самый мой любимый прием – это масляные точки. При помощи него можно заметно разнообразить цветовую палитру модели. И обратите внимание, что я стала использовать довольно много серых и голубых оттенков. Я обнаружила, что, оказывается, голубой цвет очень классно сочетается с темно-зеленым цветом классической брони советских машин. И я его активно применяю, и получается довольно интересный эффект пыли и выбеливания, и при этом немножко цвет становится чуть более холодным. Я наношу краску маленькой кисточкой и затем размываю ее при помощи более широкой кисти, смоченной в White Spirit. И вот на этих кадрах заметно, как я рисую потоки грязи на боевой броне. У ИСу очень много вертикальных поверхностей, на которых классно будет смотреться этот прием. Особенно классно состарить вот эту белую полосу, чтобы она смотрелась органично на готовой модели. При этом, чтобы она не смотрелась так графично, как она смотрится на этих кадрах. И то же самое я проделаю со вторым бортом. Также я рисую потоки грязи при помощи масла. И обратите внимание, как заметно модель оживляется буквально на глазах. То есть из серого пластика, в данном случае зеленого, она превращается практически в произведение искусства. И я нанесу на модель бортовые номера согласно схеме окраски и также красные звездочки. Хотя звездочки совсем не характерны для советской бронетехники времен Второй мировой войны. Но, видимо, уже в последние годы войны советские бойцы уже не стеснялись. Тем более, что красная звезда – это хороший ориентир для наводчика. Красные звезды хорошо видны на самолетах, чтобы распознать свой-чужой самолет. Поскольку
бои самолетов ведутся на более далеких дистанциях. На звезды на бронетехнике в начальный период старались не применять. Также я применяю метод сухой кисти, чтобы придать еще большего объема модели. Тут я применяю густую акриловую краску намного светлее оттенка, чем базовый оттенок зеленого. Беру кисточку для приема метода сухая кисть от компании Mini Warpaint, которая довольно-таки мне полюбилась для этого метода. Она очень плотно набита и жесткая. И я выделяю грани, неровности болтов у модели. И модель получается живенькой и объемной, то, что и нужно мне для готового результата. Ну а теперь настало время загрязнить модель, и вначале я буду использовать сухую грязь, то есть я буду применять пигменты. И буду использовать широкий спектр землистых оттенков, такие серовато-черно-зеленые. Ведь на Восточном фронте были бои и в городских условиях, и также на черноземе. Ну, я не знаю, был ли в Германии когда-либо чернозем, но грязь я сделаю довольно темную. Ну а теперь следующий этап. Нужно сделать фактурную грязь. Тут я применяю текстурную пасту и смешиваю ее с краской, чтобы получилась вот такая объемная жижица. И я наношу ее на ходовую часть. И это заметно улучшает вид модели, нежели обычная грязь, которая нарисована при помощи обычной краски. То есть получается комочки и фактура, и это делает модель вашу живее и натуральней. И эти два приема грязи, по сути, дополняют друг друга, и модель получается настоящей боевой машиной, а не кусочком пластика. Как бы это было бы из коробки, если бы я это делала просто, не применяя никаких других эффектов. И, в принципе, я очень довольна. Я хочу сделать брызги грязи на своей машине. И для этого я использую зубочистку и широкую кисточку. Эти брызги как раз изобразят грязь, которая бывает, если, например, ваша машина стоит и рядом проезжает какая-либо другая бронетехника по густой луже. И она обрызгивает вашу машину вот этой неприятной грязью. Добавим следы эксплуатации. Я хочу закоптить выхлопную систему самоходки и также закоптить ствол. У этой самоходки массивный дульный тормоз, на котором скапливается много копоти и грязи. И вот такая боевая самоходка у меня получилась. Напишите в комментариях, понравилась ли вам моя работа над этой моделью. Вдохновились ли вы на что-то новенькое для себя? А если это так, то с вас комментарий. Не забывайте подписываться. Увидимся в новом видео, в новой стройке модели. До новых встреч. Пока-пока.